Всем привет! Меня зовут Таня, живу в Канаде. Всем приятно познакомиться. Ну что, хотела сегодня поговорить про такие темы, непростые, наверное, про которые много людей задумываются на том или ином этапе своей жизни. Кто мы такие? Зачем мы сюда вообще пришли? Собственно говоря, что нам здесь делать, да. Хотя кого я обманываю? На самом деле некоторые люди, да, некоторое большинство, они живут всю жизнь и даже не задаются этим вопросом. То есть вообще вот как бы родились, умерли, так и не поняли, зачем сюда пришли. Вот, ну я как бы называю таких людей биороботами, так даже немножко их жалко, потому что, да, я разговаривала с такими людьми на самом деле, и они говорят, ну а что, ничего там нету, собственно говоря, вот родился, умер, живи, наслаждайся жизнью, и все будет все хорошо, а потом все, прах и до свидос. Ну, как бы я придерживаюсь немножко другой точки зрения, и, в принципе, много лет к этому шла, начиная как бы религии, да, что вначале, когда мы дети, собственно говоря, мы верим всему, что нам говорят родители, учителя в школе, наши там друзья, товарищи, дяди, тети, то есть вся эта публика, так сказать. Вот, а потом, когда мы вырастаем, то есть как мое мнение формировалось, собственно, да, и многих других людей. Родился, мама тебе рассказывает, как жить, папа тебе рассказывает, как жить. Ты веришь им, они же твои родители, твои взрослые. Вот. Нас там мама вообще отдала с сестрой в воскресную школу. Вот. Когда нам было лет там по 7, 8, 9, мы туда там несколько лет ходили по воскресеньям. Или по субботам, не помню, уже неважно. Ну и вот там молитвы учили, целый список, рассказали, что да, все мы там, нас сотворил всех Бог, ля-ля тополя. Ну, собственно говоря, как в Бога я верила. Потом просто как бы уже немножко эта вера модифицировалась после как бы восприятия всей той информации, которую я в себя впитывала как губка на протяжении всех этих лет. То есть я не могу сказать, что я атеист. Нет, ну атеисты, они вообще, как ты можешь ни во что не верить? Атеисты тоже еще тут такой вопрос интересный. Ты атеист, потому что ты не веришь именно в Бога? Или ты вообще нигилистом, вообще ни во что не веришь? Потому что, ну как может быть тоже, вообще ничего не может существовать, потому что ты рано или поздно задашься этим вопросом, а кто меня создал, а как это все появилось, да, неужели реально от обезьяны? Вот, поэтому, как бы вопросы такие, как бы дети задают, родителям отвечают, все просто понятно, там, Боженька всех нас создал, и все, вот тебе счастье, не греши, будь хорошим мальчиком, пой девочкой, и вот, когда помрешь в итоге, попадешь сразу вот на небеса. Не, ну там будет, конечно, суд, но ты же был хорошим девочкой, мальчиком, поэтому вот прямиком в рай. Ну, а если уже оплошал где-нибудь, там накосячил, то, конечно, прямиком в ад. Вот так, да. Ну, собственно говоря, я верила в Бога, да, до скольки-то лет, а потом сейчас моя мама очень удивляется, а почему мы не крестим свою дочку, вот, мы же такие были, я же, говорит, вас воспитывала, в школу воскресную выходили, как бы надо Бога бояться, свечки ставить каждое воскресенье. Да я объясняю, я же не атеист, я верю, но, говорю, моя вера другая, я, говорю, не в религию верю, да, Бог, Творец, да ты можешь называть любым словом, да, кто-то называет там, там какая-то божественная энергия, там, да, энергия сотворения, кто-то там вселенная, universe, whatever, да, то есть как бы ты ни называл, что-то там, какая-то это или энергия, это пучок, там поток, большое скопление, ну, цвет, да, суть остается сутью, что-то там определенно есть, потому что иначе, так, если глубже копнуть, все это не имеет никакого смысла вообще. Вот, поэтому
как бы есть оно, но нельзя мыслить в рамках, как это, коробочки, квадрата, да? Надо всегда пытаться заглянуть, что по ту сторону. И даже если ты очень религиозный или наоборот, очень такой себе атеист, пытайся просто для вот расширения своего сознания, пытайся поставить себя на противоположную сторону и задай себе вопрос, а что там? А что, если бы я имел другую точку зрения? Что бы было? То есть, какие бы у меня были аргументы, доказательства, что угодно. Только так ты можешь найти истину. Потому что все, что нам говорят, тут столько много. Сейчас вот посмотришь все эти идеи там, это конспираторы, это еще кто-то там, да, антиваксеры, эти проваксеры. Сейчас тут такая в Канаде тоже у нас, я живу в Нью-Брансвике, такая демагогия по этому поводу была. Вот. Но суть не в этом, а в том, что не верь слепо никому, ничему и ни во что. Все ставь под сомнение. Только так ты можешь докопаться до истины. Только так. Я даже со своими родителями разговаривала, да, с сестрой, а они мне говорят, мама мне сказала, говорит, что, ой, знаешь, как-то я тебе уже ничего не говорю. Она пыталась там меня заставить скрестить точку, там еще что-то сделать, да, а сейчас, говорит, уже привить, там, например, еще что-то. А сейчас говорит, ничего я тебе уже не говорю, я вижу, что ты там самая умная из нас. Я говорю, да при чем здесь ум? Мы все одинаково умны, да, мы все имеем какие-то способности от природы. Собственно говоря, мы все уже знаем. Просто некоторые из нас эти знания так далеко, да не некоторые, а большинство, так далеко запрятали в потайную шкатулочку, на ключик закрыли, ключик спрятали в надежном месте и забыли, где это надежное место. Знаете, как часто встречается. Я так тоже переложу в надежное место, может потеряется, положу и забуду. И еще потом весь дом перерываю. Так и мы. То есть у нас наше подсознание, грубо говоря, наше сверхсознание все давно знает. Все истины в нас самих. Не надо тебе никакой гуру. Ну, гуру, как бы, да, многим помогает, как бы, найти истину в себе. Но, опять-таки, все эти учителя, все гуру, мастера, кто угодно, они помогают найти истину в нас самих. То есть вся истина в нас самих. Мы это уже все знаем. Просто надо иногда прислушаться к самому себе. Ну, это, конечно, не так легко. Некоторые уже такие особые везунчики рождаются с этой способностью там, знать свои прошлой жизни, общаться там с хрониками Акаши, вот, или кто-то там в катастрофу попал, его бух торкнуло там, или там между жизнью и смертью слетал на тот свет, посмотрел, все теперь знает. Ну, а что нам делать обычным обывателям? Вот что делать нам, когда столько забот, хлопот? Не то, что там ушел в пещеру, повизитировал, ты уже все знаешь, да? То есть как мы ищем для себя истину? Это не значит, что надо, конечно, надо жить своей жизнью. Мы не можем все уйти в монастырь, уйти все в отшельники, в пещеру, чтобы найти этот смысл жизни. Да большинству из нас это и не надо, у нас другие цели, да? Смысл в том, что у нас в этой жизни у каждого есть свои цели. Есть такие общие цели, которые, ну, как бы, они одинаковые или похожие для большинства. То есть, грубо говоря, нести добро, там, да, вот, там, образовывать людей, еще что-то там такое. То есть, как бы, стремиться, да, совершать те поступки, за которые потом тебе будет не стыдно. Но это да. Но у нас есть еще у каждого свои цели. То есть кто-то там доктором должен быть хорошим, кто-то художником, да. То есть и благодаря этому, ну, нести свое зерно в этот мир тоже, да. Кто-то творит добро, кто-то несет, кто-то великий ученый, вот. А кто-то вот просто милостыню просит, грубо говоря, бомж. Но у него тоже такая миссия. Вот кажется, ой, мы так презираем этих бомжей, они там милостыню просят.
А на самом деле он, может быть, вот, просит милости, на самом деле образ жизни у него такой. Но он, как бы у него внутренняя мудрость есть. Искандер школу не заканчивал. И вот будут останавливаться, люди проходить, останавливаться, около него дети там, что-то с ним говорить. И он будет путем бесед доносить тоже истины. И как бы, менять сознание, менять таким образом коллективное сознание тоже. То есть все это имеет место быть. Поэтому не надо никогда судить, осуждать кого-то. Да, понятно, если человек кого-то убил, как бы это, да, нехорошо. Мы живем в 3 измерениях, да, в этом мире, где есть время, где есть добро и зло, вот, где существует белое и черное, и все цвета радуги тоже. К счастью, к сожалению. Но может даже тот, кто-то кого-то там убил или съел, знаете, как в природе, это было нужно. Для чего-то это было нужно. Вот. И, значит, у второго элемента, тоже такая вот была как бы судьба, да. Но не стоит забывать, что мы все-таки люди, да, мы как бы высшее творение, что ли. Если мы берем там животных, зверушек, там всяких, камни, деревья, всю эту природу разнообразную. То есть мы это вроде как высшее творение, да. Мы тоже, все равно мы творение, но мы высшее, да, и мы можем эволюционировать. Но эволюционировать даже не в том смысле, что от обезьяны в человека, а как бы наша душа, наше высшее я, энергия. Все мы рано или поздно придем куда-то, но только кому-то понадобится одна жизнь, кому-то 2, а кому-то 1000 жизней. Поэтому, чтобы развиваться, чтобы не застрять в каком-то лупе, в какой-то петле и не повторять одни ошибки, постоянно надо задавать себе вопросы. Задавать себе вопросы, надо постоянно искать информацию, постоянно развиваться. Как бы, в этом смысл. Смысл вообще всех наших учений на этой земле в том, чтобы развиваться. И развиваться только мы сами можем себя развить. Остальные люди нам могут помочь, могут как-то пытаться препятствовать. Только мы сами можем себе помочь. Точно так же, как мы сами себе доктора, мы можем быть и сами себе учителя. В данном случае у нас будет учитель не какой-то человек, а наш опыт, да? Наши уроки, которые мы проходим. Проходим уроки, это наша школа жизни. Мы учимся. Вот, поэтому в этом видео просто хотела как бы задать такие вопросы в любом случае. Кто будет смотреть, неважно, кто будет смотреть это видео, я хочу, чтобы вы задали себе вопрос. Просто, кто я? Зачем я здесь? В чем цели мои, миссия? Кем я хочу быть? То есть просто задавать эти вопросы и слушать отклик в своем сердце. Читать информацию всегда полезно. Я там прочитала, господи, больше чем за 30 лет кучу всяких книжек, там, умных видео, посмотрела, прослушала, с людьми разными говорила, на какие-то мастер-классы ходила. Но я поняла, что люди людьми, это все человеческий фактор. Никогда, и вот даже я вам тут что-то рассказываю, не слушайте просто, не воспринимайте так на веру, да? Прислушайтесь к своему сердцу. Что подсказывает сердце, что подсказывает интуиция. Только так можно найти истину. Все, всем спасибо, до встречи.